Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня видео, очередное хобби-влог. Решила вам поснимать немножко, так как я болею, сейчас особо не хочется снимать. Не то чтобы даже не хочется, я бы сказала, даже наоборот хочется, но сил как таковых и возможностей нет, потому что, ну, как вы уже слышите, да, ни голоса, ни нос забит. Ну, в общем, невозможно сейчас снимать особо. Ну и состояние такое, что порой даже сидеть сложно. Тем не менее, выдалось немного времени. Вроде как немножко можно посидеть, поговорить. Поэтому решила снять небольшой влог, ответить на вопросы, показать, что крашу. Ответить на вопросы. У меня было в комментариях там пару вопросов. И я хотела бы, знаете, есть такие вопросы, на которые проще показать, чем сказать. Вот. Ну и, в общем-то, что я крашу? Непосредственно крашу сейчас пока тяжело, по большей степени лежу, так как сидеть и ходить очень сложно. У меня есть столик, я показывала, в фикс-прайсе купила. И я раскрашиваю, ну, такие вот простенькие, да, как бы есть настроение. Я листала тут раскраски и заметила, что у меня это не докрашена была иллюстрация. Я здесь тестировала как-то Берлинга, новые фломастеры, ну и, соответственно, не докрасила. Были раскрашены волосы, по-моему, хвостики у нее. Ну и, в общем, я решила ее докрасить. Красила фломастерами, которые присылала Наташа в подарок. Наташа, привет тебе! И огромное еще раз спасибо. Хорошие фломастеры, я с удовольствием крашу. Я красила здесь, и во второй раскрасочке, которую присылала как раз-таки вместе с фломастерами Наташа, мама и малыши. Но я не принесла, наверное, сюда. Потому что снимать все-таки за столом удобнее. Ну и начала еще вот эту вот красить иллюстрацию с акулами. Ну, так, знаете, тоже попутно. Тут тоже, видимо, Берлинга вот эту вот часть раскрасила. Не знаю, что это, песок, дно, в общем, не суть. Еще вот не докрасила, но потихоньку сижу, когда выдается возможность, потому что, как я уже сказала, порой просто лежишь и не хочется ничего. Состояние такое, что не трогайте меня. Поэтому потихоньку иногда, так как лежать тоже очень сложно, знаете, все-таки как-то мне проще что-то делать, когда отвлекаешься, забываешься, что тебе плохо, а лежать, просто умирать, как говорится, тяжеловато для меня. В общем, сижу, крашу. Ну и, собственно говоря, давайте перейдем к вопросам, о которых я говорила вам. Лиля Султанова, надеюсь, я правильно называю. Лиль, привет тебе, спасибо за вопрос. Лиля спрашивала, она под разными видео писала, спрашивала у меня, во-первых, про кисточку Faber-Castell. У меня с резервуаром кисточка была новая. И был вопрос по поводу карандашиков. Непосредственно вот они, китайские эти 180 цветов. Лиля спрашивала, как вам карандаши 180 цветов, как они смешиваются между собой, сколько слоев выдерживают на бумаге, так, и размываются под ноль или нет. Ну, собственно говоря, я прошу прощения, снимаю уже не первый раз видео, к сожалению. Видимо, болезнь дает о себе знать, поэтому, девчонки, буду отвечать по мере возможности. К сожалению, у меня нет художественного образования, поэтому я могу лишь сказать свое какое-то мнение, как могу, как понимаю это все. То есть я не разбираюсь в этом как специалист, поэтому, ну вот, как могу, так и расскажу. К сожалению, я пока что, как помните в Золушке, я не волшебник, я только учусь. Ну, в общем, что? Начнем, наверное, с карандашей. Я тут уже пыталась показать, поэтому придется, конечно, все заново. В общем, карандаши, в принципе, мне нравятся. Достаточно мягкие.
очень мягкие, очень яркие, достаточно хорошо пигментированные, мне нравятся. Они круглые, по-моему, 3 миллиметра грифель у них. Дело в том, что когда в магазине я их покупала, было два варианта. Вот этот и с рыбками. Знаете, тут еще рыбки нарисованы. Многие их покупали тоже. И на обоих было написано акварельные карандаши. И вроде как одинаковые, только что вот эта вставочка с другим рисунком. Ну и цена, соответственно, разная, хотя там, по-моему, даже меньше было карандашей. Я спросила у продавца, в чем разница. Она говорит, да, в общем-то, ни в чем. Только я так и не поняла, почему тогда эти дороже, те дешевле или наоборот. В общем, не суть. На что она затруднилась ответить. В общем, я взяла с рыбкой, мне понравилось. Больше с рыбками упаковка. Плюс я у многих девочек их видела на фотографиях. И я решила взять с рыбкой. Когда пришла домой, поняла, что они совсем не акварельные. В общем, муж вернулся, поехал в магазин. Выяснила, что те действительно не акварельные. Сказали, а вот эти акварельные. Ну, понятное дело, по-китайски мы читать не умеем. Ну да, вот здесь, говорит, кисточка, значит, они точно акварельные. Ну, естественно, он муж взял. Когда начали дома читать, рисовать, я сначала не могла понять, в чем, что не так. Выяснилось, что, по сути, они не акварельные, они водорастворимые. Как бы watercolor. Ну, это не так страшно, собственно говоря. Конечно, они так не размываются, как акварельные. Это вот единственное, на что подрастроила. Но в целом я довольна этими карандашками. Это были первые мои такие серьезные карандаши. 180 цветов. Цвета, посмотрите, все яркие, красивые. Очень большая такая богатая палитра. Ну, для меня это круто было. Думала, больше-то не бывает. Ну, собственно говоря, это на данный момент, по-моему, если не ошибаюсь, у меня самая большая палитра. Очень много оттенков разных. Они не повторяются, что тоже радует. Класс. Ну, за исключением пары оттенков, но они кажутся, что повторяются. На самом деле они все разные. В общем, сами по себе карандаши, как я уже сказала, круглые. Кругленькие такие вот, очень красивый дизайн золотом. Видите, здесь тоже кисточка, но опять же watercolor. Они пронумерованы, что тоже здорово. Единственное, название цвета не прописали, ну ладно. Легкие, удобно держать в руке, мне очень тоже импонирует. Так, ну так как я уже не первый раз, как я сказала, снимаю здесь по поводу наслаивания. Я пыталась здесь наслаивать два оттенка. Но вот видите, буквально пару оттенков и пару слоев, и он уже начинает вот закатывать ее, шлифовать. Плюс эти штрихи уже видно, не смешивается, не растушевывается. Но в целом, в принципе, имеют место быть. Опять же, это не обычные карандаши. Сами по себе карандашки, я надеюсь, вам видно, очень мягкие, легко наносятся, так хорошо наносятся. Очень мягко, хорошо. Карандаши все достаточно пигментированные, яркие, как я уже говорила. Что касается наслаивания, смешивания, как я уже вам показала, ну, не сказать, что прям шикарные, но дешевым таким, знаете, для своих денег они как бы неплохие. Имеют место быть. Что касается размытия. Собственно говоря, сразу и про кисточку, да, поговорим. Обалденная кисть, не знаю, мне нравится. Из тех, что у меня есть Fix Price, у меня есть Deli, не Deli, прошу прощения, Derwent. Ой, да что ж такое сегодня? Девента. Такая вот. Она уже старенькая, но тем не менее тоже удобная. Это меньше, но смысл у них одинаковый. Может, поэтому еще она мне очень нравится. На колпачке заостренную вот эту вот часть делать, когда красите акварелью, гуашью, прожилки. Можно какие-то делать, перышки, прожилки в листьях, что тоже классно. Спрашивали, она не течет. Сама по себе она не течет. Видите? Абсолютно не течет.
Но при этом она достаточно хорошая подача воды у нее. Она мокрая. Вот, как вы видите, равномерно подает водичку. Ну, я, к сожалению, как я уже сказала, не специалист. Как-то тут, как девочки, супер-пупер круто размывать. Я вам покажу лишь просто, как она себя ведет. Ну и отвечу на вопрос Лили насчет размытия. Сказать, что прям в ноль, нет, навряд ли. Ну и так как это все-таки водорастворимые карандаши, они вот такие, знаете, текстура у них как кремовая, что ли. Что вот мне, например, не очень это нравится, к сожалению. Но они яркие, они хорошо размываются. Можно, в общем-то, размыть, растянуть, смотря как... Что вот еще размыть? Кисть тоже, да, вы видите, хорошо подает водичку. Даже я вот держу, вода, собственно говоря, здесь уже. Но она взяла, видимо, сколько ей надо воды. И вот достаточно равномерно, хорошо подает воду. Но, опять же, не течет. Видите, ничего не течет. Очень здорово, мне нравится. Кисть прям шикарная. Так что, девчонки, кто хотел, я думаю, стоит ее взять. Я брала маленький, видите, объем есть, я так понимаю, еще больше у резервуара. Но мне в целом достаточно это вполне хватает. У меня тут на всякий случай еще всегда есть вот эти вот пипетки канцелярские. Если надо, у меня стоит баночка с водой. Я добавляю, чтобы не бегать. Ну, только если помыть нужно кисть. Классная кисть, советую. Ну и, как я уже сказала, карандаши достаточно пигментированные. Хорошо, в принципе, неплохо размываются. Для своей цены, для предназначения, как я уже сказала, они водорастворимые. Наслаивать можно, но не более, наверное, 3 это максимум, скорее всего, слоя. Навряд ли 4 у вас получится наслоить. Хотя, может быть, кто-то и пробовал. В общем, не знаю, я надеюсь, я ответила на вопрос. Покажу сами, как они наносятся. Видите, они достаточно, как я уже сказала, мягкие. Очень карандашики. Пробовала их тут смешать листочек. Ну вот светлый, потом темный, потом светлый, по темному, а потом еще раз темный начал. И вот видите, он начал черкать. В общем, да, 3 слоя, наверное, это максимум у них. Ну вот такие вот, собственно говоря, получились листья. В целом я довольна этими карандашами. Свою цену они стоят. Палитра шикарная, потому что, ну, допустим, у меня, если не ошибаюсь, 120 полихромосы, 150 призмы карандашей, 72, по-моему, лира. Ну, в общем, все в таком духе. То есть здесь 180, получается, больше всего палитра, что тоже здорово. Как я уже сказала, для меня они не повторяются. Но в целом я довольна, имеют место быть. То есть, если вы хотите какие-то бюджетные карандашики, имеют место быть. Я знаю, что еще многие, по большей части даже, я бы сказала, хвалят именно с рыбкой. Но я вот, к сожалению, почему-то на них остановилась. Ну, я думала, я хотела акварельные карандаши. И я думала, ну, такая богатая палитра, плюс акварельная, это будет круто. Ну, я тогда только совсем начинала красить, поэтому, да. Но в целом стоит взять, попробовать. Кисточка была самая простая. Я просто сейчас, наверное, так сразу вот на скорую руку не найду. Что-то вот... У меня тут какая-то одна есть, она похожа. Может быть, даже оттуда же. Вот что-то типа такого было. Вот. Деревянная тоже это основа. В общем, самое что ни на есть простая. Вот. Кисточка. Ну, кисть это не самое главное, я думаю, в набор. Ну вот, непосредственно такой вот небольшой обзорчик. Ну и почему еще эта тетрадь тут присутствует. Хочу сразу показать. Я на канале у Наташи Натали 75 увидела челлендж годовой.
заданиями на целый год по раскрашиванию. Мне понравилось, мне захотелось испытать свои силы, так скажем, да, получится у меня, не получится. И я решила переписать для себя все задания. Наташа с Леной, Еленка 74, придумали такой вот челлендж на год себе. Уже, я так понимаю, не первый год они его делают. Я переписала тоже все задания сюда и буду пробовать. Присоединюсь к девчонкам и буду пробовать красть. Я сначала так переписала, думала, потом буду отдельно, да, май, апрель, буду вот потом писать, допустим, времена года и вот страница, какую раскрасила. Ну, потом посчитаю, да, сколько у меня раскрашено за год. Потом, думаю, мне так неудобно будет. Начала вот что-то подобное делать. Ну, это такие, знаете, наброски. Я потом все переделаю. Как мне будет более удобно, как я для себя решу оставить. Ну, то есть, если, допустим, вот я... Шестое задание. 10 иллюстраций в Керберазаносе раскрасить. Ну, у меня уже 2 разворота раскрашено, плюс хрупкий мир и геоморфоза. Ну, не знаю, развороты посчитала по одной иллюстрации, поэтому, собственно говоря, 4 пока что, да. В Ханни Карсон раскрасила 2 иллюстрации. В креативе Heaven тоже 2 иллюстрации. Ну и вот 1, 2, 3 номера иллюстрации, так скажем, ну, по счету. И думаю, мне так будет проще посмотреть, сколько у меня где раскрашена иллюстрация уже. Не знаю, посмотрим, как мне будет удобно, так и буду делать. В любом случае, я решила к девочкам присоединиться. Надеюсь, что у меня все получится. В принципе, заданий не так уж много и не такие уж и несложные. Ну, за исключением, наверное, того, что у меня нет, не поверите, Джоанны Бесфорд ни одной раскраски. И у меня нету в круге, по-моему, раскраски, да. Что у меня еще нет? По-моему, креативных раскрасок у меня нет, но я так понимаю, судя по иллюстрациям, она очень похожа мне. У нас, ну, у них, наверное, у всех есть волшебные эти раскраски, там те же самые узоры, цветы и так далее. Что-то подобное можно будет подобрать. Все остальное вроде как есть. Наверное, за исключением, опять же, 10 иллюстраций по фильмам, книгам и мультфильмам. У меня, наверное, ну не знаю. Опять же, Гарри Поттер можно рассчитывать и Толкина как по фильму книги. Вот, допустим, Средиземье, Хоббит — это по фильму. Ну, то есть можно отдельную иллюстрацию красить по Толкину, да, и отдельную иллюстрацию ну, как бы к этой категории. Собственно говоря, также Гарри Поттер, также Игра престолов. По-моему, больше у меня ничего такого нет по фильмам, к сожалению. Да, у меня, по-моему, больше ничего нет. Единственное, опять же, «Звездные войны» тоже по фильмам. Но тут есть категория по номерам, можно и в Дисней, кроме детских совсем уж, да, иллюстраций. Но в Дисней вроде как не особо-то детская, потому что, в отличие от того же Диснея, попробуй в ней еще раскрась. Тоже по фильмам. Не знаю, будет это считаться, не будет. В общем, да, тут еще подводные камешки-то есть, как оказалось, за всей простотой. Ну, для меня, вот, допустим, да, пару подводных камней. Плюс я не совсем поняла. Девчонки, если смотрите, напишите, пожалуйста, в комментариях. Это нужно будет все показать, итог в конце года, ну, по истечению года, да, или все-таки каждый месяц тоже показывать, что я в этом месяце раскрасила там именно по челленджу, вот как я уже сказала, да, уже 5 там в Керберазаносе, там 2 в Ханни Карсон, там из 10 в Креатив Heaven уже 2 раскрасила, ну, то есть, как этому вести счет? В общем, не знаю. Так что в целом очень интересно, только я чуть-чуть подзапуталась. Я надеюсь, девчонки потом напишут. Ну или расскажут девчонкам тоже. Хотелось бы, Наташ, Лен, расскажите где-нибудь во влоге, пожалуйста. Если смотрите, привет вам огромный. Расскажите, пожалуйста, или в группе напишите в комментариях для особо одаренных, как с этим быть. Вот.
Кстати, у девчонок группа ВКонтакте еще своя есть по раскраскам. Кто девчонок еще не знает, ихнюю группу, ну, я думаю, таких, наверное, уже нету, но если кто-то не знает, я оставлю ссылочку под видео, обязательно проходите, знакомьтесь с девчонками, не знаю, может, присоединяйтесь к челленджу, я думаю, девочки будут не против, вступайте в группу, ну, в общем, может, кому-то тоже будет интересно испытать, так сказать, свои силы, свои возможности. В целом мы красим гораздо, наверное, больше даже, чем здесь иллюстраций. Может, просто не в таком составе. Просто здесь иллюстрации с людьми. Ну вот феи это люди, нет? Потому что я в Кербера Заносе вот раскрасила разворот. Там две эти девушки феи. Я так понимаю, феечки или что-то в этом роде. Это люди? Нет. Скажите кто-нибудь одаренным. Да, с некоторыми моментами мне будет сложно, потому что мандалы я не очень люблю. Как я уже сказала, Джоанны Бесфорд у меня нет. И круга у меня в кругу нет. Ну, можно найти в круге что-то другое. Да, тут еще вот есть пунктик второй. Мария Тролли, 5 иллюстраций. Что-то мне с Марией Тролли не заладилось. Ну, может, это будет хороший повод, да, некоторые раскраски заново раскрасить. Ну, как бы начать раскраш, потому что с Марией Тролли что-то мне не получается как-то дружить. Я вечно их порчу. Толкина с Гарри Поттером я как-то все время побаиваюсь. То есть, может быть, какие-то книги вновь, так скажем, дадим им путевку в жизнь. Так что, девчонки, я буду стараться. В общем, вот такие планы. Ну, наверное, уже после того, как выздоровлю, что успела. Я еще не все посмотрела, не все прописала. Может, в целом, в общем-то, я уже тут больше. Да не может, но, скорее всего, так и есть, раскрасила. Потому что тут есть где-то у меня... Ага, у меня до 17 я тут не дорисовала. 18, по-моему, цветовой животные города. Ну, соответственно, у меня каждый месяц, как минимум, да, вот и в городах, и в животных раскрашиваем по иллюстрации. По номерам я тоже уже... Здесь тоже надо будет поставить страницу. Раскрасила именно по номерам. Все видели зарубежную эту раскрасочку. Крашу. Так, по фильмам. Ну, «Звездные войны», если считаются, то вот тоже 3 иллюстрации уже раскрасила. Ну, в мае, получается. То есть, как бы, в принципе, даже нормально. Не проблема. Ну вот, посмотрим. Ладно, не буду вас долго мучить, а то я сейчас тут буду рассуждать долго и нудно. Спасибо, что были со мной, что посмотрели. Я надеюсь, Лиль, было как-то понятно, более-менее, что я показала, рассказала. Если что-то совсем непонятно, пиши, постараемся исправить. Просто сейчас, как я уже сказала, голова немножко тяжелая, мутная. Но в целом, как я уже сказала, достаточно хорошо кисть подает воду, не течет, все прекрасно. Карандаши размываются, но, к сожалению, не сказать, что в ноль. Хотя, может быть, это в моем понимании не совсем, а может для других они будут реально в ноль размываться. Но наслаиваются, мне кажется, нет, не будут они так наслаиваться хорошо. Если с этой точки зрения делать выбор, покупать или нет, то, скорее всего, может быть, даже не стоит. Может быть, все-таки лучше тогда выбор на Брутфинер сделать, ставку. Спасибо, что посмотрели. Спасибо за вашу поддержку, что постоянно пишете в личку, поддерживаете. Я обязательно поправлюсь. Стараемся. Всем семейством. Стараемся, пытаемся. У нас, наверное, только муж держится. Пока что мужья держатся у нас. Дедушка у нас пока не болеет, держится. У детей там папа пока вроде как на коне. Сделал даже прививку от ковида. А мы все, девчонки, что-то расклеились. Ну, ничего страшного, весна. Всякое бывает. Простуду никто не отменял.
Спасибо, что посмотрели. Пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем хорошего, крепкого здоровья, летнего настроения. Ну, и я буду с вами прощаться. Пока-пока.